Девочки, мальчики, всех приветствую на канале Амадея Таро. С вами Вероника. Сегодня хотела бы сделать следующий расклад. Каковы истинные отношения человека к вам? Это может быть как бывший партнер, друзья, коллеги. В общем, любое партнерство, которое вызывает у вас либо сомнения, либо вы просто для себя хотите проверить, способен ли этот человек на равноценный обмен энергиями с вами. Итак, первый голубой, второй белый, третий зеленый. В комментариях под видео найдете тайм-код. Кто не успел выбрать, ставьте на паузу. А мы будем смотреть первый вариант. Итак, давайте первым вопросом посмотрим, кем вас считает этот человек, да? Нет, давайте посмотрим сразу его сигнификацию. Кто этот человек, чтобы вы для себя понимали, подходит вам вообще этот расклад или не подходит. Сигнификатор человека, которого вы смотрите. Смотрите, первый вариант. Здесь человек, который постоянно выбирает между чем-то и чем-то, в двойственной ситуации находится. При этом пребывает в своих каких-то иллюзиях и очень, кроме того, что он жаден, он еще скуп на эмоции. Он не умеет их проявлять. А если и проявляет, то опять же таки, согласно только своим представлениям, своим иллюзиям и согласно тому, выгодны ли вы ему в той или иной ситуации. То есть между вами и кем-то он всегда выберет того человека, кто ему более выгоден. Либо ту ситуацию, к примеру, либо с вами пойти, да, если это мы о друзьях говорим, либо с вами пойти там провести время, либо с кем-то другим, но если в определенный момент окажется так, что сегодня выгодны вы ему, он пойдет с вами. Если кто-то другой, то этот человек пойдет с другими. И я сейчас еще посмотрю. Вы знаете, человек сам себе на уме, все равно с какими-то тайнами. Возможно, это ваша подруга. Здесь выпадает женщина, но не факт, что это будет женщина. Это может быть и мужчина, который живет сейчас на женских вибрациях, на женских энергиях. Здесь либо же это, давайте будем говорить, девушка, да, жрица выпала, пусть будет эта девушка. Здесь этот человек, он всегда с какой-то тайной, он не договаривает, вам много чего не договаривает. Еще вариант, либо занимается магией эта девушка, или же мужчина, или же сам под магией находится. Сам по себе нестабилен психологически, и сейчас у него период такой, знаете, период зависания, период отдыха, период бездействия. Смотрите, тут еще человек проигрывается, которого постоянно нужно проверять. Вот знаете, он может говорить элементарные обыденные вещи, но даже при несерьезном разговоре каждое его слово стоит проверять.
То есть доверять вы ему по факту не можете. Так, хорошо. Это был сигнификатор человека. Давайте теперь посмотрим, как же он относится к вам на самом деле. Нет, хочу посмотреть на оракуле теней. Кем вы для него являетесь, для этого человека? Кем он вас считает для себя? Почему он с вами вообще общается? Зачем ему это? Вот кем он считает вас? Ой, смотрите, какой интересный момент. Этот человек считает, что вы именно тот сосуд магический, который приносит ему богатство. Вы знаете, вы как защитник, амулет, талисман, называйте это как хотите, который несет ему богатство. Здесь еще может быть такой момент, что мужчина загадал женщину на этот вариант. И еще и туз пентаклей на дне. Видите? Так. Если брать по магии, человек намеренно, ну, с учетом дна колоды, намеренно выполнял определенные ритуалы на то, чтобы либо вы приносили ему богатство, деньги, удачу, фортуну, либо же это был элементарный крадник на ваше. Кроме денег, возможно, еще и ресурсы, не только деньги, но и ваши ресурсы, вашу энергию. Под иллюзиями человек. Как этот человек относится к вам? На данный момент он простраивает перспективу на то, чтобы доказать, что он выше вас и победить вас. А почему он хочет это? Для чего ему это надо? Для чего ему эта победа? Хочется, чтобы вы стали более покладистой, более мягкой. И еще, чтобы вы брали на себя некую инициативу в общении с этим человеком. Вы для него очень жесткая, холодная. Возможно, вы держите свои границы, не подпускаете этого человека к себе. А он вам хочет доказать, что он... Понимаете, здесь могут быть и предложения, если женщина смотрит на мужчину. Возможно, к вам уже были какие-то определенные предложения, вы человеку отказали, и ему это не нравится. Он хочет вам доказать, что он выше вас, что он более просветленнее, чем вы, более круче, я не знаю, начитаннее. Понимаете, как интересно получается? То есть человек, ну, отбросим то, что у него там с психикой не все в порядке, потому что он под магией это 100%, он в иллюзиях. Кроме того, он еще пытается сам что-то делать из магии, не просто что-то, а чтобы отнять ваше богатство, да, там варит чудесные супы. К слову, желательно с этим человеком за одним столом вообще не сидеть. То есть не есть, ничего у него не брать, особенно съедобного. И
то, что можно выпить. Будет предлагать, смело отказывайтесь. Так, еще что этот человек от вас хочет? Союза с вами хочет. Понимаете, намерения вроде как у человека благие, но они основываются на больной психике, уж извините, на воображении больном. Понимаете, он как бы хочет на вашем горбу въехать в рай. Он через союз с вами хочет получить свою 9 пентаклей. То есть, чтобы у него все было в жизни классно. Возможно, у него сейчас все пошло по одному месту, не по совсем ровным путям поехал поезд. Возможно, будет, знаете, так подходить к вам с той стороны, чтобы дать намек на что-то серьезное в ваших отношениях. Благочестивое такое, понимаете? Но это только для того, чтобы получить свою 9 пентаклей. Ну, девочки, мальчики, смотрите, еще даже до такого момента может дойти. Если это ваши бывшие, у вас ранее были разговоры о том, что может нам обвенчаться, да, может была ваша инициатива, он как-то не поддерживал ее, то сейчас он, наоборот, будет давить на это, да, мол, давай, не просто брак свой узаконим, но еще и обвенчаемся, еще пусть церковь нас обвенчает, мол, смотри, какой я стал праведный, я на пути духовного самопознания. Ой, ну вы поняли, да? А что на самом деле в жизни этого человека происходит, из-за чего он собирается вообще к вам вот прийти, как он считает, за своими дарами, которые есть у вас, хотя это по праву ваше. Вот почему он считает, что он имеет на это право? Да, давайте вот так вот. Почему он считает, что он имеет на это право? Ему тяжело, тяжелая ноша у него. Угу. Еще и заслуженная тяжелая ноша. Ой, какой шикарный набор карт. Да вы посмотрите. Угу. Да тут же у нас отработочка пошла, отработочка. Тяжело ему, бедненькому, несчастному, тяжело. Смотрите, тут и потери, и расставания, обычный уклад жизни рухнул. Это все по Верховному суду, то есть предки духи рода пришли и сказали: привет, сова, открывай. Пришла пора тебе отрабатывать свои долги. А он говорит: а мне тяжело. Тяжело, ой, тяжело, не хочу. Не хочу я этого. Уйти хочу. Убежать от этой отработки хочу. Жадный на деньги, на эмоции. Возможно, сейчас у него по деньгам проблемы, у этого человека. Ух ты, не просто проблемы. Какие-то планы выстраивал. Опять же таки, иллюзорные, понимаете, иллюзорные планы, но он об этом не догадывается, видимо. Он об этом и думать не собирается, понимаете? Вот это и вот ваша 9 пентаклей, она вот как, понимаете, вижу цель, не вижу препятствий. И за этой 9 пентаклей, причем вашей, он и не замечает, что влазит не туда, куда ему надо. Не замечает того, из-за чего на самом деле эта ситуация ему дана, что его мечты не сбываются, что у него пошли потери, разочарования. Психологически человек вообще раздавлен. Обманули на деньги. Обманули, предали, подставили.
Понимаете, здесь еще такой момент, что он копил на осуществление своей мечты определенной, а у него забрали по суду, то есть так должно было случиться. То есть получает то, что когда-то в свое время посеял. Возможно, даже по отношению к вам. Понимаете, человек не проходит трансформацию, он оказался на самом дне, на самом деле. Четверка мечей, не четверка мечей. В общем, нерадостные у него перспективы. Вообще нерадостные, еще тоскует, печалится по поводу своих чувств. Возможно, это вы, возможно, это бывшие ваши мужья, жены. Уж там мальчики под себя смотрят, девочки под себя. Ну, знаете, варится в своих вот этих эмоциях, воспоминаниях о своей любви к вам. Вместо того, чтобы действовать и действительно что-то менять в своей жизни, то есть, ну, под действием. Давайте посмотрим действия. Как бы, ну, прошу прощения. Под действием очень хорошо видна магия. Вот это точно было под действием, понимаете? Там не нужно идти лично к вам навстречу и сидеть, глядя друг другу в глаза, признаваться в своих ошибках, признавать свои, извините, проебы. Тут можно просто сделать и получить результат. А вот фигушки. Не вышло. Не вышло, да. И теперь печалится. Кручинится бедненький человечек. Так, хорошо. Какие действия по отношению к вам этот человек собирается предпринимать в ближайшее время? Ну, в ближайшее... Давайте посмотрим ближайшее время. А до конца этой недели, до 13 сентября хочу. Его действия, да? Действия. Действия. Ну, давайте, да, так посмотрим. Его действия. Слушайте, ну что-то планирует. Смотрите, есть два варианта. Первый вариант. Он прощается полностью со всей своей старой жизнью, со всеми своими проблемами, вот тем, где у него не получается, где предательство по деньгам, и идет к вам, то есть как бы в новое, да, делать закладку фундамента на новое чудесное будущее. Либо же этот человек полностью решает уйти из вашей жизни. Понимаете, тут не сколько он решает, сколько, я так понимаю, что вы ему не дали, ну, хода к себе, да, доступа к телу и вообще даже к общению. И это его очень опечалило. Мечты сорвались, понимаете? У него были конкретные планы на вас. А планы-то не увенчались успехом. И магия не помогла. Давайте уточним. Хорошо. Вот ты хочешь все-таки оставить прошлое и прийти? Или же ты хочешь оставить мысли о том человеке, который сейчас смотрит этот расклад? Слушайте, ну все-таки человек хочет выйти с вами на связь и сделать предложение о каком-то сотрудничестве.
Понимаете, не просто о сотрудничестве, а чтобы еще и уважение получить ваше. Чтобы вы его зауважали. А помните вот это вот, мы помним, да, что вот истинная его причина, 7 жезлов. Человек хочет вам доказать, что он чего-то стоит, что он что-то еще может, чем-то может вас порадовать, удивить. Это не потому, что он хорошего мнения о вас или пересмотрел свои поступки, действия относительно вас. Это только для того, чтобы доказать самому себе, что он что-то значит. Возможно, вы этому человеку в открытую говорили, что он, ничего не стоит, что уважать его, возможно, не за что. Нет поступков, достойных уважения у этого человека, его это очень задело. И при этом еще и деньги и ваши ресурсы желают взять. Так, вот такое вот истинное отношение, намерение человека по отношению к вам. Давайте посмотрим. Эту колоду я уберу. С ней мы закончим пока что. Давайте посмотрим. И это я уберу. Вот эту хочу. Хочу посмотреть вам совет от предков духа вашего рода. Что вам мертвые хотели бы передать? Да, о чем предупредить относительно этого человека. И прежде чем мы это посмотрим, вот эту колоду возьму. А Таро Веретника там уже уточним тогда. Так, смотрите. Это совет от, скажем так, светлых духов предков вашего рода, да? А это будет совет от темных. То есть, кто может знает, кто не знает, но у каждого из нас предки, наши предки, они как в мире темных, так и в мире светлых могут быть. То есть, по сути, вашими предками могут сейчас являться либо демоны, которые могут выйти к вам, да, на связь и защитить вас, либо же ангелы. То есть души трансформируются, они проходят свои уроки там уже после смерти, и у них тоже определенные пути есть. В общем, ладно, не будем углубляться. Так, совет вам. Так, слушайте, совет вам. Во-первых, получайте радость от того, что вы управляете данной ситуацией. Насколько я видела, вы закрыты от этого человека. То есть, если вы не хотите его подпускать к себе, не подпускайте. Если вы ему ставите какие-то условия сотрудничества, а он их не выполняет, значит, не надо ждать неделями. Дайте человеку 24 часа. Если за 24 часа он не сделает никаких попыток, а будет прогибать вас на манипулирование, я думаю, выводы здесь как бы, напрашиваются сами, слать его просто лесом и подальше. И еще такой момент, займитесь творчеством, в любом его проявлении, откройте себя, займитесь хобби, займитесь тем, о чем вы вот давно хотели, да, это попробовать, или вам это нравилось, но вы не делали тут дела, то еще какие-то моменты были. В общем, научитесь управлять своей жизнью. Прошу прощения, сёрбну кофейку. Управляйте, в общем, своей жизнью и радуйтесь этому. Так, и теперь совет. Опять же от предков духов рода, но от темных.
О чем бы они хотели вас предупредить? Ну, ясно. Смотрите, на данный момент предки духи вашего рода с мира мертвых выставили вам ангела-хранителя от этого предателя, который пытается, кстати, воздействовать на ваши чувства, продавить вас на чувства, проманипулировать вами через чувства, понимаете? Какие бы то ни было, либо же это негатив, либо позитив, то есть либо вы плачете, либо смеетесь, вы в любом случае будете отдавать, сливать свою энергию этому уникуму. Хорошо, ангел-хранитель у вас стоит. Возможно, ставили защиты, возможно, чистки делали. То есть, ну, тут как бы неплохо. Неплохо. От этих чувств, в общем, вам, возможно, вам кто-то советовал. Возможно... Слушайте, есть какой-то человек, который вам указал на то, что вы, общаясь с этой личностью, которую вы загадали на этот вариант, получите замутнение своего рассудка. То есть мороки, оморочки сюда добавляете, почины, привороты, отвороты, сюда все, в общем, в ход будет идти абсолютно все, что будет и сможет воздействовать на вашу психику. Вам кто-то укажет этот путь. Наставник какой-то. Возможно, вы смотрите также расклады таролога на ютубе, и поэтому, может, еще где-то слышали эту информацию. Смотрите, расплата будет через подселенцев, это однозначно, и будет человек заниматься чужими проблемами, вместо того, чтобы решать свои жизненные вопросы и вообще понимать, откуда у него растут эти проблемы. Вместо того, чтобы разбираться в себе, понимаете, почему у него так жизнь сложилась, этот человек будет занят решением чужих вопросов. То есть, по факту, то, что он не делал в ваших отношениях, насколько я понимаю, не брал на себя ответственность, не хотел помогать, либо еще что-то. Теперь он это все будет делать другим людям. Только те люди уже его не будут уважать, ценить так, как это делали вы. И еще хочу посмотреть совет вам. Если вы занимаетесь чистками, если вы в магии, понимаете, о чем я говорю, и, ну, в общем, вы понимаете. Вот вам совет, что вам поможет. Слушайте, заведите книгу теней, это раз, полюбите свое дело, это два. Если у вас есть способности, примите их. Возможно, дар целительства у вас будет. Работа с землей хорошо пойдет. С атамами, то есть работа с ножом, с землей, с травами. Поработайте у дуба. Обращение, подношение к предкам духам рода именно возле дуба сделайте. Защитите дополнительно свои финансы, свой финансовый канал, свою энергетику. Возможно, у вас нет эмоций к этому человеку, да, нет чувств, нет обид, это все ушло, прошло. Но есть еще какие-то мысли об этом человеке, и вы, получается, через них сливаете, можете сливать свою энергетику к нему. То есть
Вот такой вот вам совет. Благодарю за просмотр первый вариант. Оставляйте свои комментарии, как у вас проигралась, не проигралась ситуация. Если не проигралась, перезагадайте. Если вообще не ваша, значит, я не ваш таролог, и вам следует поискать иной канал. Более иной канал. Это был первый вариант. Мы переходим ко второму варианту. Белый камушек. Так, сигнификатор человека. Кто он? Да что ж такое-то? И здесь четверка мечей. Мужчина, да. Смотрите, здесь человек, опять же таки, не привязываюсь я. Хотя ладно, давайте озвучу. Либо же это водный знак зодиака, либо человек, у которого есть чувство к вам. Это может быть как женщина, так и мужчина. Вообще выпадает мужчина, но опять же таки я повторюсь, что я не привязываюсь к этим моментам. Почему? Потому что сейчас многие женщины живут жизнь на мужских энергетиках, а мужчины на женских. То есть как бы поменялись ролями. И в общем так, сигнификатор этого человека очень озабочен тем, чтобы выйти из финансового кризиса. Получить, знаете, как подарок судьбы, исцелиться от нищеты человек желает. И Тишкин кот. Так. Смотрите, человек вообще очень ограничен в своей работе, в своей реализации. Он хотел бы вести дела по старым схемам, но это не срабатывает. Он не понимает, по какой причине это вообще происходит, эмоционирует, при этом закрывает себя от всего мира, в депрессухах находится и еще и в безденежье. Понимаете, он хочет, чтобы было больше денег, но по старым схемам. В 2020 году многие схемы ломаются, и как бы, мир меняется. Если ты не меняешься с ним, то ты попадаешь в десятку мечей. Тут ему жизнь, смотрите, прям, его хорошенько этого стукнуло, товарища. Этого человека жизнь вообще ставит в полнейший тупик, обездвиживает, не дает ему возможность продвигаться, воплощать свои идеи в жизнь, что-то предпринимать, делать, как-либо действовать. Слушайте, здесь увольнения также могут проходить. Но это не самое страшное, понимаете? Вроде бы как и таланты есть у человека. И есть ему что делать. А дороги все перекрыты. Увольнение это увольнение, но здесь еще такая ситуация, что полное перекрытие человеку любых дорог в жизни
на продвижение по карьерной лестнице. Вот вообще. И такое впечатление, понимаете, как воспоминаниями о прошлом живет, это раз. Эмоций полно. Вроде бы как и дело, то, которое закончилось, к нему с чувством относился, с любовью. В общем, смотрите, есть еще такой вариант, что здесь человек просто попадает в тюремное заключение. 4 мечей, 8 мечей, 10 мечей в ряд, это, ну, это просто джекпот, господа. Это просто джекпот. Возможно, пытался как-то что-то, кого-то обхитрить, обставить, и не получилось. Кто-то оказался просто хитроумнее этой личности. Это сигнификатор этого человека. Так, для чего ему общение с вами? Кем он видит вас для себя? Кем он видит вас для себя в своей жизни? Чего он вообще от вас хочет? Ага. Слушайте, это может быть и работодатель ваш. Возможно, уже даже бывший. Здесь для этого человека вы являетесь ему как некий тотем в коллективной работе. Хорошо, тотем. Тотем, оберег, понимаете? А что вы там оберегаете, как он считает? А ну-ка, что вы там оберегаете, по его мнению? О, магия власти. Понятно. В общем, вы, возможно, занимаете какую-то должность. Возможно, вы вообще его бухгалтер, а у него рушится предприятие. Естественно, вы ему как вторая жена, понятное дело. Если же это, допустим, отношения с бывшими, то через вас он получал шанс от судьбы на новые карьерные свои перспективы в работе с другими людьми. И причем он был на высоте среди этих людей. И это все благодаря вам. Так, здесь увидели мы. Теперь посмотрим, чего этот человек хочет от вас на бытовом уровне. Чего от него ждать? Его истинные отношения. Здесь человек на последние деньги хотел бы к вам приехать. Но дорога ему закрыта. Закрыта ему дорога к вам. У него вообще все закрыто. Понятно. Здесь какими-то резкими такими, знаете, действиями взять нахрапом, изменить свою жизнь, изменить, возможно, ее с помощью вас, но при этом да так, чтобы вы никогда даже не догадались, что этот человек облажался, что этот человек просто, извините, обосрался в этом мире. В обществе, в котором он был, на работе, где он работал, что он просто жизнь свою по факту просрал, понимаете?
и к вам вот так быстро-быстро, чтобы вы ничего не заподозрили, как бы что-то порешать, к чему-то прийти. Еще есть момент такой, что человек, возможно, не говорит о своей болезни. Ну, то есть не скажет вам об этом. Ну, это из области тех же манипуляций, я считаю, как бы. Если ты готов на равноценный обмен с партнером, то что бы там ни было, ты озвучишь это. Ты не станешь это скрывать. Вообще начинать отношения с какой-то лжи, это просто... Вот соврали в чем-то своему новому партнеру. Вот считайте, что ваши отношения так и пойдут. То есть все, что строится на лжи, это не алло. Это так мягко выражаясь. Что еще хотел? Слушайте, у меня, видимо, период сейчас такой, вот я больше чем уверена, что и первый, и второй, и третий расклад также будет про бывших. Вот этот человек хотел поставить вас перед выбором, либо уже решил, что он выбрал вас, так как вы его судьба, надежда, мечта далекая, и он к вам стремится со своими эмоциями, со своими чувствами, понимаете? Да только он забыл спросить вашего мнения по этому поводу, а нужно ли оно вам? Вообще, как он вас видит? Как он вас видит, что он вот с такими вот эмоциями решил к вам прибыть? Как он вас видит? На что он вообще надеется? На любовь. Что любовь с новой силой воспылает, и вы будете такой же, какой вы были ранее, либо вы окажетесь именно той женщиной, которая способна его чувствовать, способна дарить ему эмоции, заботу. В общем, в худшем случае здесь человек нуждается в мамочке, с которой можно спать. То есть женщину он вас явно не видит. Почему говорю, что он не видит вас женщину? Потому что среди всех этих карт я вижу только, понимаете, вот я. Здесь вас как таковых нет, в его, понимаете, есть большая обида на весь мир за то, что у него рухнула его карьера. Понимаете? Ну, рухнула карьера, и он резко решил побежать к тому, кто его пожалеет, понимаете? Эмоции ему подарит. Что ты чувствуешь к тому человеку на самом деле, который смотрит на тебя, вот этот вариант? Что ты на самом деле чувствуешь? Вы ресурсная женщина. Вы ресурсны для этого человека. Вы мать-героиня. Вы такая таинственная, у вас есть загадка. И с вами будет просто шикарно сотрудничать. Если это действительно смотрите на своих коллег по работе, там уже, конечно, да, расклад под себя, опять же таки, перестройте, пожалуйста. То есть вы ресурсны. Вы амулет по достижению власти в общественных организациях, в работе с общественностью. Вы просто кладезь для этого человека. Еще какие отношения? Хорошо, ладно, все это мы посмотрели. Отношения, что думаешь там, что планировал, показали. А то, что скрыто вообще. То, что скрываешь по отношению к тому, кто смотрит этот расклад на тебя.
Какой кошмар. Слушайте, он здесь, значит, решил через свои вот эти вот поползновения к вам получить от вас, вот как и в первом варианте, да, получить свой, знаете, сад цветущих камней. Прям рай, как он считает. Что-то ему вести будет, деньги получит, блага. А вы ему это все просто так дадите. Вот ему положено, понимаете? Вот прям говорит, мне же положено, у нее же есть. То есть человек не думает, почему его поставили вот в эту всю ситуацию, да, где ему дороги на все перекрыты. Он тут же пытается, как пиявка, присосаться к тому, у кого все есть. Тоже, конечно, человечек не алло, если честно. Не алло. Так, ну и что он будет там делать? Давайте поглядим его действия до 13 сентября, то есть до конца этой недели. Какие действия в вашу сторону этот человек будет предпринимать? У этого человека будет очень большой кризис его убеждений. И будет он над этим думать, ой, как долго, ибо он лишь в начале своей трансформации и в начале своего пути. Что такое долго? От полугода и дальше. За 6 дней ничего не решится. Возможно, он в эту неделю определит для себя, что он только начинает пересматривать свои позиции, свои взгляды на жизнь. 6 месяцев, 6 лет. Тут не 6 недель, 6 месяцев, либо 6 лет. Возможно, его посадили на 6 лет. Есть и такой вариант. Пересматривать он бегал от этой своей, понимаете, духовности много лет. А сейчас его посадят и заставят посмотреть на всю свою жизнь. На то, как он работал, к чему стремился и к чему в итоге он пришел. Каждодневно старался, понимаете, каждый день вкладывался как мог. Возможно, людей обманывал, хитрил, манипулировал. Ну, думает, 6 месяцев, 6 лет. Пусть определяется. Так, совет вам от светлых предков, духов вашего рода. Совет вам относительно этого человека, относительно вообще вашей жизни, наверное. Идите в новое. Забудьте вообще о всем том старом и идите в новое. Есть еще такой момент, что можете допустить халатность. Пустить этого человека в свою жизнь. Ну и что? И получите разрушение своих деловых связей. То есть он придет и заберет вот это. Вашу власть над другими людьми он перехватит себе. Вот так вот. Вот от чего хотят вас предупредить, уберечь. Еще хочу посмотреть, что там.
Поймите, что эта ситуация должна была произойти. Ни в коем случае даже не думайте жалеть этого человека. Вообще никакой жалости. Ну, не надо там в открытую, да, заявлять, мол, он получил, что должен был. Ну, если это, допустим, вы коллеги. Если вы вообще хотите высказать свое фе, значит, говорите прямую. Да, ты это все заслужил, хватит ныть, иди отсюда, меняй свое мировоззрение и хоть что-нибудь делай в этой жизни, а не просто, блин, будь перебежчиком и приходи к людям только тогда, когда тебе выгодно у них что-то взять. Ну, знаете, по этой позиции, если ситуация у вас там, допустим, с партнерами, да, ну, ситуации могут быть на самом деле очень различная. Если на что-то он вас будет усердно склонять, возможно, даже по всем падежам, вот так вот, окольными путями, уходите от ответов, уходите от принятия решений. Будет требовать от вас конкретики, конкретно можете сказать то, чем вы недовольны, если будет на то желание. Если желания не будет у вас на это, значит, вообще никакой конкретики этому человеку не давайте, ибо просто попытается сыграть он на вашей совестливости, я бы вот так сказала. Угу. Мол, тут да нам же было так неплохо, у нас было все хорошо, чудесно, прекрасно. И может ты поделишься вообще тем, что есть у тебя. Слушайте, отпустите просто этого человека. Отпустите. Не давайте ему быть в вашей жизни. Что бы он там вам ни рассказывал, ни говорил, возможно, будет продавливать на ту ситуацию, как нам было хорошо в прошлом. Нет. Уходите, это токсичный человек для вас. Тем более, если вы, да не если, вы стоите крепко на ногах в этой жизни, то есть у вас есть свой бизнес, да, либо же свое дело, которое вам приносит вполне приличные доходы. Вы занимаетесь любимым делом, вы чувствуете себя наполненными. У вас хорошо идет связь с людьми, контакт с людьми. Ну, зачем каким-то, извините, крысам отдавать ваш? Так, совет вам от предков духа вашего рода, которая темная, которая уже, или еще внизу там. Угу. Замечательно. В общем, смотрите. Во-первых, подсказки через сны. Не отметайте, сны записывайте по возможности, листик, бумажку возле кровати кладете и записываете, ибо потом забудете. Во снах вам все покажут. Во-первых, этот человек захочет влиять на вашу психику, сломить вашу волю через смятение, через заморочки, чтобы вы сомневались в себе, чтобы неверие в себя, в свои силы пошло, понимаете? То есть как застопорить вас, чтобы вы не были настолько нахально счастливы. Я бы вот так сказала. Его бесит, что вы духовно выше него. Понимаете? И духовность свою прокачиваете. Еще что здесь за карта вылетает? Духовность. Ага, духовность вам в помощь. В храмы сходите. Помяните предков духа вашего рода. Женскую, мужскую линию. Поименно знаете вообще отлично. Помяните, каждому свечу поставьте. Удачу вам это принесет.
Смотрите, карты аж сами вылетают. Ух ты ж, защита. Защита. Ребята, получите просто защиту от вот этой ереси, которая пришла у вас забирать. Давайте скажем так. Вот такое вот мне идет, как будто... Знаете, это не власть. Это не власть, это то, что есть у вас, что ему не дано. Это не власть, это не медийность, это умение быть в центре внимания, быть интересным другим людям, чем-то их увлекать, что-то им давать новое, интересное, понимаете? Вот этого вот. У него нет, и он завидует, этот человек. Очень завидует. Вот, значит так. По поводу духовности, по поводу того, как ходить в храмы, кому интересно, пишите мне на WhatsApp. Я вам подскажу, как это делается. Как правильно это делать. Так, еще хочу посмотреть. Исцеление получите, защиту получите от этих атак извне. То есть ваш род вам на защиту придет. И падение врагов случится. Вот знаете, у меня такое впечатление, что здесь смотрят те, кто уже знают, как делать правильно подношения, в какие дни куда ходить, кому как обращаться. То есть здесь не новички меня смотрят. Слишком легко все. Значит, вы это уже прорабатывали. Значит, вы уже в этом вращаетесь и знаете, что такое магия и откуда вообще в ней ножки-то растут. Так. И теперь я еще хотела вам подсказку посмотреть, второй вариант. Подсказку по магии, для тех, кто в магии, да. Для тех, кто в магии сведущ, осведомлен, в общем, могуч русский язык. Так, какая магия вам подойдет? Заговоры читайте, но при этом помните, что лгать нельзя. Угу. Заговоры на плодородие читайте. Ставы для того, чтобы увидеть сокрытое. Во снах, подсказках с внешнего мира. Любым способом. Чтобы истину вам открыли и вам откроют это. Сам Всевышний придет и вам подскажет. Вот знаете как? Прям покажет, в чем этот человек вас обманывает. В деталях. Так, вот такой вот был второй вариант. Благодарю вас за просмотр. Оставляйте свои... Кому понравилось, лайки, пишите комментарии, резонирует или нет. А мы переходим к третьему варианту. Итак, третий вариант. Смотрим сигнификатор вашего человека. Какой он, что с ним сейчас происходит.
здесь с этим человеком у вас ситуация зашла в тупик из-за недопонимания. Опять же таки, у каждого свое мировоззрение, стабильность, которая была нарушена. Каждый в своих иллюзиях пребывает. Эмоции и чувства были, все это обнулилось и завершено. Общее начинание, общие какие-то планы. Также обнулены. Не пришли вы к общему знаменателю с этим человеком. Знаете, как этот человек захотел завоевать ваше расположение, но при этом действовал глупо. Если были какие-то планы, то они ничем не были обоснованы. Если были какие-то предложения, они были глупы. Авось прокатит. Вот такие вот у него были планы. Да что ж такое-то? И здесь по третьему варианту, что ли, бывшая. Смотрите, такое ощущение, что вы не захотели быть третьим углом в треугольнике. И все зашло в стоячее болото. Трансформацию не проходит этот человек. Просто не проходит, не желает проходить. Возможно, хотел с вами что-то еще там выяснить, но вы из разных миров, скажем так. Вы понимаете куда больше, чем этот человек способен вместить в свою маленькую головушку. Так. Еще такой момент, что вы расстались, и знаете, человек как адаптируется после потери. И знаете, тут, скорее всего, потеря своих же иллюзий у него. То есть к вам эти иллюзии не имеют никакого отношения. Опять же таки, третий вариант, ситуация с бывшими, по-моему. Вы императрица, которая от него закрылись, от его фантазий, иллюзий. Его любовь наткнулась на ваши мечи. Сказали, нет, не надо, не хочу. Обрубили эти все действия по шуту дураков, глупейшие. Не вошли в треугольник. Скорее всего, что вам бы никто и не сказал, что там есть третье подруженце. И он считает, что все, он потерял вас. Хорошо, кем он вас для себя считает, этот человек? Для чего вы ему? Для чего вы ему, по его мнению? А вы как искра для его плодородия. Плюс еще, возможно, подкат был по типу давай-ка секс без обязательств. А почему бы и нет? А не прокатило.
Проще говоря, через секс с вами захотел получить энергию для дальнейших своих планов, чтобы они воплотились. Мол, пришел, взял энергию, никому ничего не должен и свалил в прекрасное будущее, где меня ждет просто прекраснейшая карьера, плодородие и удача. Если это не бывшее, человек делал вам предложение, прикрывая это под соусом якобы искренности. Вы поняли, где собака зарыта, отказали. Человек теперь этим недоволен. Опять же таки, через вас хотел, как и в первом варианте я уже говорила, на вашем горбу в рай въехать. За счет вашей энергетики, за счет вашей энергии. Вообще прекрасно. Ладно, я это еще уточню. Отложим пока эту карту. Нет, вы знаете, я ее все-таки уточню сейчас. Хочу уточнить сейчас. Ага, понятно. Определенная жертва через любовь, через эмоции. А жертва для чего ему нужна была? Вы жертва, да, вы все правильно понимаете. По магии, да, по магии. Для завершения ритуала нужно было вот то, что я уже описала. Какой ритуал? Что делал? Угу. Хотел, чтобы вы свою уверенность потеряли, чтобы над вами власть обрести. А для чего это ему? Опять деньги, опять богатство. Все на деньгах завязано. Да что ж такое? Это люди, новый мир начинается. Трансформация идет полным ходом. Что ж вы за ней так не успеваете там? Старые схемы уже работать не будут. Ну никогда они уже не заработают, как прежде. Все на деньгах. Эх. Так, кто вы для этого человека вообще, его истинное отношение к вам в плане бытовом? Ой, слушайте, а он считает, что это вы его наказали. Наказание от вас прилетело за то, что у него кризис в доме, за то, что у него все пошло по ухабистой дороге. Давайте выразимся так. По ухабистой дороге. Вы ему это принесли, вы ему мстите. Еще что думать? Знаете, что еще думает? Что через вас он выйдет из своего кризиса. Благодаря вам он выйдет из своего кризиса. Энергия подпитается, в жертву вас принесет, понимаете? И из кризиса выйдет. Короче, скорее всего, что через секс с вами, если это не бывшие, не партнеры, а сотрудничество, друзья, допустим, там коллеги, то через ваши эмоции, ваши чувства, вашу искренность, что начнете вкладывать энергию в человека, он как преодолеет это все, понимаете? Вот как, опять же таки,
в жертву вас принести, то есть за счет вашего ресурса он преодолеет свои затыки жизненные. Вообще замечательно. Еще такой момент, ну, человек отвергает какие бы то ни было разумные доводы. Просто, понимаете, сам себе режиссер, господин, и я всегда прав. А неожиданный фактор по справедливости произошел. И приходится пересмотреть свою личную правоту. Оказывается, ты ни хрена не прав. А оказывается, жизнь-то тебя на колени ставит из-за того, что как раз ты не прав. То есть полностью полное игнорирование ваших доводов, вашего мнения по поводу вообще будь какой бы то ни было ситуации. Твои действия, дорогой товарищ, до 13 сентября. По отношению к человеку, который смотрит этот расклад. Значит, смотрите. Предложат какие-то новые отношения, либо же с эмоциями к вам подкатит, понимаете, якобы на построение долгих, перспективных отношений, либо сотрудничества, но это для вас тяжестью выльется. Понимаете, вообще человек без... Понимаете, вот я смотрю этот расклад, а вижу, что у человека своя шарманка в голове играет, и понимаете, вот пока жизнь эту шарманку просто не разобьет, он ни черта не поймет. Он вообще не понимает, не задумывается о том, что он сам виноват в том, что с ним происходит. Ему проще винить кого бы то ни было, но не себя. И при этом, при всем, он еще и вас, понимаете, решил в жертву принести. Не офигел ли ты, милый, друг сердечный? Вообще просто без слов. Смотрите, будет вас заманивать новыми предложениями. Мол, да, давай в неизвестное шагнем вместе. Что ты, я тебя всегда поддержу, услышу, пойму, да-да-да. А на итог удар из-под тишка будет вам нанесен, понимаете? Мстить и едет наш шикарный человечек в вашу жизнь. Едет, идет, не суть важно, может даже доползает, судя по всему. А что у тебя там случилось, что ты вот решил, что вот этого человека ты имеешь право приносить в жертву с помощью магии для своего богатства? Что у тебя там случилось? А ну-ка, расскажи-ка мне, дружок-пирожок. Что у тебя случилось? О, да тебя обманули, подставили, предали, да. И случайно, быстро так как все случилось. Не ожидал. Обычно ты всех обманывал, а тут тебя подставили. Предали. На деньги кинули, обворовали, твое у тебя забрали. А как ты у кого-то забирал, так ты считаешь, что вот сейчас ситуация не по праву, да? Не должно было так случиться.
Слушайте, тут по поводу какого-то сотрудничества были планы, причем планы меркантильного характера. Не удалось. Не удалось у человека. Тут еще параллельно показывает, что человек хотел бы к вам подкатить с предложением свадьбы. Ну, понимаете, ну, с неискренностью, это однозначно. Я спрашиваю, что у него случилось, а мне показывают то, что он хочет дальше по отношению к вам предпринять. Понимаете? Так а что у тебя-то там случилось, милок? Угу. Смотрите, тут товарищ какую-то утрату у нас оплакивает, трансформацию его вогнали. Много мыслит, думает, переживает. Страшно стыдно ему. Он такой весь замечательный, что вы, всегда все под его контролем, он сам эмоции не дает. А все вокруг под его дудку пляшут. Женщина какая-то подставила. И мужчина подставил, и женщина, возможно, с той, с которой я жил. Все под откос спустила. И обозлился он на вас. Вы виноваты, что у него не вышло выстроить отношения и с этой женщиной. Понимаете? Вы виноваты. А то, что эта женщина забрала у тебя то, что ты в свое время забрал у человека, который смотрит сейчас тебя, это вот он не видит этого. Он опять идет к вам, дабы забрать, как он считает, что это его по праву, понимаете? Разбила женщина ему чувство. Ой, разбила. То есть, как ты кому-то жизнь разбиваешь, так ты молодец, ты у нас герой. А как тебе обратка прилетела, так ты быстренько побежал, товарищ, искать виноватых. Еще и мстить, и чужое прийти забрать. И от этой женщины уходить и говорить не буду, с ней удобно, классно же. И ей еще отомщу. А к тебе приду, чтобы тебя в любовный треугольник втянуть. От тебя питаться энергией, радоваться, к этой бабе все нести. И ее обставлю, и тебя обставлю, и я молодец. Понятно. Так. Действие человека до 13 сентября. Выяснять будет отношения с вами, какие-то ситуации, попытка проманипулировать. Возможно, будете о прошлом говорить, кто, почему, когда, от кого, по какой причине ушел. Все это для того, чтобы вывести вас на эмоции, загнать вас в десятку мечей, дабы вы в отчаянии там сами ковырялись, варились в этом бульоне, а он при этом, замечательный мальчик такой, идет и на вашей энергии собирает пентаклики и идет к своей мечте. Знаете, что я вам хочу сказать? Ему кто-то это посоветовал сделать. Он не просто так это с головы, с бухты-барахты выдумал. Понимаете, здесь человек целенаправленно пошел, посоветовался, провел определенный ритуал.
решил вас привести в жертву, принести в жертву для того, чтобы забрать ресурс и стартануть, понимаете? Стартануть свои начинания, в свое новое, потому что он обижен. Представляете, он обижен. Женщина его киданула. Ну, короче говоря, связался с такой же помойкой, как и он сам. И остался он недоволен этой ситуацией. Вот в чем к вам он приедет. Примчится, прибудет. Понимаете, самая главная идея, из-за которой он появится, лишь одна здесь. Это надежда извлечь прибыль от вас, либо забрать что-то ценное. Энергия ваша – это ваш ресурс. Энергия – это и есть магия. И если вы ею разбазариваетесь на таких людей, то вас также за это накажут. Ну, насколько я увидела, то вы здесь закрылись от этого человека. Закрыты, да? Вот закрыто и оставайтесь. И я сейчас совет посмотрю, конечно, но лично мой вам совет. Просто если в голове всплывают всякие картинки из прошлого и постоянно мысли прогоняете, да, вот об этом человеке, сделайте отсечение каналов. Просто как цифра 90. Отсечение каналов по менталу с подобными личностями. И увидите, как сразу вам станет легче. Для некоторых не совсем сразу. Ну, где-то при самом нехорошем варианте от 2 недель и больше. Если работаете над собой, если вы также в магии чистки, защиты, знаете, что к чему, почему и как, 2-3 недели вам будет достаточно. За эти 2-3 недели человек опять начнет объявляться, но вам уже будет более проще. Уже его вот эти воздействия на вас не будут так влиять. В общем, отсекайте эти каналы. Так, совет вам от предков духа вашего рода, от светлых. Что бы они вам хотели сказать по поводу этого человека? Слушайте, если вы также находитесь в паре, и к вам явился человек из прошлого, сохраняйте свой дом. Не ведитесь на манипуляции вот этого человека, которого сейчас вы просматриваете. Сохраняйте свой дом, переезжайте, если нужно куда-то переехать. Привносите новизну в свою существующую семью, а не думайте о том, на кого смотрите сейчас этот расклад. Дом свой берегите, в дом вкладывайтесь, в себя вкладывайтесь. И изобилие, и фортуна тогда вам будет. О, здравствуйте. Ну, ведьмы меня смотрят. Теперь я убеждена на 100%. Дар вам ваш откроется. Силы вам ваши дадут. Даже если у вас нет третьего, то есть у вас никого нет, да, а тот человек явился. Он может думать, что у вас кто-то есть. Пусть думает. Пусть вообще думает и делает, что хочет, но дальше от вас.
О доме, о себе, о своем деле думаете. Вот вам совет. Так, и теперь совет от предков духов рода. С нижних миров, мертвых. Ну, не все, конечно, мертвы. Мы это понимаем, но смотрим из нижнего мира. Что вы вам хотели сказать по поводу этого человека, о чем предупредить вас? Ну, как здесь интересно. Значит, смотрите. В прошлом вы этого человека очень сильно опекали. За это получили, да, такое некое проклятие, еще и предательство. Что за проклятие? Все ваши начинания скашивали. За что бы ни брались, ничего не шло. Но при этом вас вывели на духовный путь. Да, жестко. Но вывели. Да, опекать пытались вы. Возможно, хотели предупредить о том, что на ваши отношения в свое время была магия наведена, что есть третий лишний. А кого вы хотели предупредить? Человек-то вас предавал, понимаете? Он смеялся над тем, что вы переживаете. Потому что он знал, что большинство той информации, которую он вам преподносит, это ложь. А вы верили безоговорочно. Поверите еще раз вас ведут в такой же урок. На распутье поставят. На распутье поставят, где вам придется выпрашивать снова, чтобы вам все дороги ваши открылись. Людей опять много появится в жизни, которые будут вам мешать. Это непутевые работодатели, это друзья, которые предают. Это мужчины, которые не готовы брать на себя ответственность. И что-то мне подсказывает, что вы в этом уроке уже находились. Понимаете? И с появлением этого человека в вашей жизни, вот эта вот вся кабала, она как активируется по новой, понимаете? Отсечение каналов, чистка, защита. Чистки с обратками обязательно. Обязательно чистки с обратками. Отсечение каналов. Не получилось раз, второй, третий, пятый раз делаете до тех пор, пока при воспоминании об этом человеке вам не будет, пардон, пофиг на него, понимаете? Вот тогда вы будете... Вот на данный момент у меня такое ощущение, что на вас еще могут действовать какие-то мороки, оморочки. Силу набирайте. Набирайте свою силу, вот эту вот по королеве жезлов. Вот туда вкладывайте свою энергию, чтобы свое открыть, понимаете, свой дар. Слушайте, вам предки что передают? Передадут они, в общем, вам информацию о тех нюансах, которые были для вас сокрыты по поводу эмоций, чувств к этому человеку. Вот все покажут, во снах покажут, каким бы то ни было еще способом, на ментале, на астрале. Покажут. Прям покажут все.
в чем обманывал, в чем предавал, с чем пришел. Прямо интересный, конечно, этот вариант, но это как... Не думайте, что этот человек что-либо осознал и придет попросить извинения у вас. Такие люди не меняются. Настолько конченые гордецы, не, поверьте мне, вздыхать будут. И то не признаются вслух, что они просрали всю свою жизнь, пытаясь напакостить тому человеку, который искренне к нему относился. Там, конечно, у них свои отработки после смерти включатся у их душах, но это уже не ваши проблемы. И еще знаете что? Покайтесь перед предками духами вашего рода. В каком плане? Покайтесь за то, что в свое время были готовы в прямом смысле слова умереть без этого человека. Попросите у них прощения за то, что тогда не ценили свою жизнь, не сопротивлялись, не боролись. Теперь-то вы много чего начали посознавать. За это прощения попросите. Потому что вообще на будущее тем, кто подумывал о суициде, да, ну вот, мол, любовь такая, подумывал, да, об этом, либо не просто подумывал об таких вещах. Знаете один момент. За суицид одного из родителей расплачиваются не только дети и внуки, но еще ваши правнуки и их дети. И подумайте, стоит ли ваш такой поступок 4 поколений, их судеб. Вы-то будете тоже стоять на страже их защиты и будете уже, да, с того мира, но отрабатывать перед своими потомками, защищать их, оберегать от подобной же магии, которая может привести к помутнению рассудка и довести человека до много чего там могут сущности привязанные, и бесы, и лярвы, и демоны, довести которых привязывают. Помощь получите, слушайте, помощь получите от предков духов своего рода. Помощь, оберег какой-то себе делайте от того, чтобы не смогли влиять на вашу волю, чтобы не сломили ее, оберегайте себя. Кому интересно, можете обратиться ко мне, посмотрим, что вам можно подобрать. Потому что у меня, как всегда, третьи варианты, самые тяжелые. Самые такие, знаете, в начале пути, вот на сломе, на стыке, когда люди стоят. И тут либо, знаете, как или в пропасть, или просто в ту же пропасть, но появляются крылья. Или, извините, в пропасть, но как мешок с говном. И разбиваться вдребезги. Вот тяжело, конечно, вам, очень тяжело. Возможно, свои гештальты сейчас закрываете, и вроде бы все как наладилось, а эта зараза возвращается и опять на вас влиять пытается, понимаете? И вы, да чтоб тебя же за ногу, уже, да? Если только в магию входите, не вздумайте там что-то делать и долбить. Там со стороны магии, когда каждый входит в это все, да, и получает силы, помните о том, кто сразу приходит вас проверить на вшивость. Вот это еще могу вам подсказать. Аккуратней на поворотах. Все покажет вам. Через сны покажет. Где от кого искушения придется ждать.
И сны те будут вам как дар судьбы. Поймете, что видеть много, что можете, что сила в вас есть. Сами, возможно, не поверите, что такое возможно. И через это все поймете, что у вас есть ваша личная власть. Власть, которая может вас возвысить до наставника в будущем. Помните, королева жезлов выпадала вот это? Ведьма на пути своего становления. Я вас поздравляю. Это просто очередное испытание. Тут не загордиться. Не загордиться, вот гордыню прорабатываете. Да, человек дерьмо, да, опять пришел к вам с дерьмом. Да, отсербнул вас. Но поверьте, девочки и мальчики, вы проработаете. Только вот, справьтесь с управлением на этом повороте, справьтесь, понимаете? Не идите по пути темных, мол, я сейчас в магию зашел, и, блин, это же такая же власть, классно все, так сейчас я тебя перегребу этой магией. Нет. Чистка, защита, обережная магия. Защищайте себя всеми вам доступными методами, изучайте новые. Что хотите, делайте. Обрыв каналов, связи обязательно, как я уже сказала, повторюсь, или уже в третий, четвертый раз, не помню. В общем, вот это самое основное для вас. И поверьте мне, ровно через 6 месяцев этот человек снова появится в вашей жизни. И да, он появится с очередной манипуляцией, но та ситуация, в которой он окажется через 6 месяцев, посмотрите первый и второй вариант. Даже первый у нас идет как-то вот первый. Если брать вообще 3 варианта, все смотреть цельные истории, то зеленая у нас это туда, знаете, с чего начиналось, а потом чуть поближе по временной шкале, и вот совсем недавно. Вот. Каждому, конечно, по-разному проигрываться будет, но вот у меня такое впечатление, что вот, как знаете, от сейчас уходит в прошлое. В общем, ладно, это мы тут так. Падение врагов. Видите? Падение врагов, только через время. Дайте этому время. Все получите. Идите вообще по пути своего предназначения. Идите за своей мечтой и занимайтесь тем, что вам нравится. И еще такой момент. Момент, что вам в магии посоветовать. Так, вот это сюда. Совет, что если вы уже в этой магии, только на пути или в процессе, в общем, скорее всего, что здесь на пути становления. Что вам по магии поможет? Что нужно делать? И тут заговоры. Опять же таки, обереги, ритуалы, ставы на то, чтобы узнать сокрытое. Работайте с цветами. Магию цветов. Почитайте в интернете, посмотрите, какие цветы за что отвечают. Поделайте отвары. Пожгите эти травы. Заговорите их. Наговорите на них что-то, что вам нужно, от чего избавиться. Надо вообще каждый день это проделывайте. Страх свой преодолейте. Вообще избавьтесь от него. Книгу теней, понятное дело, ведите. Если есть уже эта книга теней, перечитайте. Где-то в этой книге, в вашей тетради есть запись, которая вам поможет. Страх. Черная луна, да? Черная луна, смотрите, тут больше о вашем перерождении.
Кроме того, по черной луне я могу вам даже сказать, знаете что? Научитесь принимать свою темную сторону. Даже если вы желаете быть прекрасной, чудесной феей, которая творит только добро, запомните, причина следствия воздаяния: во всем хорошем есть плохое, а во всем плохом есть хорошее. Давайте вспомним такой замечательный момент, как «Игра престолов». Нед Старк, всеми нами любимый, он сказал очень замечательную фразу: «Вынесший приговор исполняет его». Одевайте мороки на свою работу защиты, мороки на себя, чтобы вас просмотреть не могли. Даже чтобы понять не могли, что у вас вообще в жизни происходит. Вот такой еще совет. Заканчивайте эту главу истории вашей жизни. Не поддавайтесь ни на какие манипуляции. Не давайте никому вас загипнотизировать. И защищайте себя от того, что будут воздействовать магически на вашу психику. В общем, вот такой вот был третий вариант. Благодарю вас за просмотр. Если резонирует, ставьте лайки. Если есть чем поделиться, пишите в комментариях. Отвечаю всем, без исключения, пока есть время. Вот. Если не отвечаю, то сердечки, во всяком случае, ваши комментарии мои навестят однозначно. Освобождение, третий вариант. Освобождение 21 марта 2021 года. Этот вопрос будет для вас полностью закрыт, у вас начнется новая жизнь. Но вы можете эту дату передвинуть и на ближайшее время. Все зависит только от вас. Будете бездействовать, будете одно получать, будете действовать. Естественно, плюшки от жизни посыплются, как из рога изобилия. Это я вам могу сказать 2000%. В общем, ладненько. Всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока.